Прошло уже более 5 лет с тех пор, как Рекси отправился на пенсию. Он был замечательной служебной собакой. О его способностях до сих пор ходили легенды. Хозяин Рекси по имени Макс всегда восхищался инстинктами опытной ищейки, поэтому выход на пенсию стал обычной формальностью. Мужчина понимал, что собака навсегда останется прежней. На улицах Рекси не мог вести себя обычным образом. Он постоянно что-то выискивал, пусть и вел себя при этом максимально вежливо. Максу еще ни разу не приходилось краснеть за своего питомца. Тот мог жить так, как ему нравилось, и не доставлять ни малейших хлопот окружающим. В тот день Рекси вел себя спокойно. И лишь в какой-то момент его как будто подменили. Пес рванул прочь от хозяина, почуяв какой-то запах. Это было видно по его повадкам. Макс пытался остановить своего четвероногого друга командой, но тот ослушался. Мужчине пришлось догонять своего пса. Макс ускорился и направлялся следом за прыткой овчаркой. В движениях пса все еще читалась энергичность. Похоже, годы были над ним невластны. Хозяин собаки с трудом догнал своего скоростного напарника. Повезло, что Рекси остановился возле огромного старого дерева. Пес лаял без умолку, и этот звук содержал в себе много тревоги. Приближаясь к ПСУ, Макс не до конца понимал, что происходит. Он мысленно набросал несколько предположений, но все его догадки оказались неверными. Когда мужчина смог взглянуть на дерево, то он увидел лишь полость в стволе. Наверняка, там что-то было внутри, иначе бы Рекси не стал вести себя подобным образом. Звонить в полицию было бы странно. Конечно, коллеги Макса не отказали бы ему в помощи. Но что он им скажет, что пес убежал и лаял на дерево? Однако Рекси непростой пес, и просто так он не ослушался бы хозяина. Мужчина решил искать улики самостоятельно. Ствол дерева выглядел трухляво, но его было не так просто сломать до конца. Макс вооружился крепкой палкой и решил добраться до содержимого дупла, даже не подозревая о том, что там может находиться. Макс допускал мысль, что в полость ствола мог забраться зверек, поэтому действовал осторожно. Он не хотел причинить вред своей находке. Впрочем, он скорее склонялся к другому варианту. Вероятно, кто-то использовал дупло как тайник. Мужчине не терпелось увидеть содержимое дупла. Макс несколько раз применил силу против отваливающейся части дерева. В какой-то момент полость ствола стала видимой. То, что попалось на глаза полицейского, заставило его замереть на месте. Внутри ствола виднелась человеческая рука. Мужчина сожалел о том, что находился в парке совсем один. Сейчас ему совсем не помешало бы присутствие напарников. Хорошо, что рядом был Рекси. С ним было чуточку спокойнее. Макс позвонил коллегам в участок и объяснил ситуацию. Изначально хозяином Рекси был другой полицейский, и сотрудники решили обратиться к нему за помощью. Макс неплохо знал своего пса, но ему не хватало некоторого опыта. Бывшего хозяина пса звали Митчелл. Его удивил внезапный телефонный звонок подобного содержания, но мужчина решил проявить отзывчивость. Ему было крайне любопытно, что же такого нашел его бывший питомец. Митчелл до сих пор питал к Рекси теплые чувства, пусть они и прекратили свое общение. В свое время бывший хозяин прошел вместе с псом немало трагических и сложных жизненных эпизодов. Они много повидали на своем веку, ведь к этому обязывает служба в полиции. Однажды Митчелл был сильно ранен во время перестрелки с бандитами. Он находился в плохом состоянии несколько месяцев. И хотя врачи сумели поставить его на ноги, Рекси был передан другому хозяину. Пес не мог находиться в одиночестве так долго, а Макс оказался идеальным претендентом для усыновления Рекси. Рекси заметил Митчелла еще на расстоянии. Мужчина шутливо приказал ПСУ замолчать, и тот сразу послушался. Пес радостно бросился встречать бывшего хозяина. Их радость оказалась взаимной. Правда, визит Митчелла носил несколько иной характер. Еще по телефону он понял, что их ждет необычное дельце. Макс продолжал стоять как каменный. Он пытался отвлечься от увиденного, но это было выше его сил. Ему стало легче на душе после появления коллеги.
Вскоре в лесу появились и другие сотрудники полиции. Они выполняли свои должностные обязанности, оцепили лес, выставили охрану, проводили экспертную оценку. Рекси не хотел отходить в сторону. Он ждал выявления улик не меньше, чем полицейские. Мужчины решили полностью разломать трухлявое дерево, ведь оно все равно было мертвым. Они хотели проверить, нет ли в полости ствола чего-нибудь еще. Поиск улик оказался урожайным. Помимо руки в стволе обнаружили серебристый жетон с инициалами владельца. А дальше случилось то, чего все боялись. В стволе находились останки мертвого человека. Его тело смогло полностью уместиться в этом огромном дереве. Один из сотрудников открыл именной жетон и немного опешил. Полицейские имели дело с трупом своего коллеги. На жетоне было написано имя Павел. Когда сотрудники начали доставать тело, они опешили еще больше. Труп оказался обычной тряпичной куклой, наряженной в форму, испачканную кровью. Примечательно, что и форма, и кровь оказались настоящими. Дело зашло в тупик. Митчелл был шокирован находкой в лесу. Кому понадобилось заниматься подобными вещами? И был ли в этом лесу настоящим труп? Неужели кто-то пытается запутать следы вот таким странным образом? Мужчины молча переглядывались друг с другом. Они не понимали, как им действовать дальше. Митчелл о чем-то думал, но не торопился делиться мыслями с коллегами. Затем он красноречиво посмотрел на Рекси. Макс сразу понял замысел полицейского. Он и сам понимал, что в таком деле без хорошей ищейки просто не обойтись. Только Рекси мог быстро найти в лесу какую-то важную зацепку. В ином случае дело не сдвинулось бы с мертвой точки. Митчелл перекинулся с Максом парой фраз. Он решил спросить его разрешения, как у нового хозяина пса. Разумеется, Макс был не против подобной затеи. У них сошлись мысли, поэтому у опытной овчарки появилась очередная возможность показать себя в деле. Полицейский взял пакеты с уликами и позволил Рекси понюхать содержимое. Это заняло некоторое время. Пес захотел ознакомиться с запахом найденных вещей несколько раз. Затем Рекси задумался и медленно отправился по своему маршруту. Собака не торопилась искать следы. Пес проверил несколько полян, полагаясь на свой нюх, а полицейские пристально осмотрели местность. Через 15 минут Рекси вывел их к следам на земле. Это были характерные отпечатки от автомобильных шин. Видимо, человек привез куклу на машине. Эксперт сделал слепок и поместил его в отдельный пакет. Полицейские надеялись найти и другие вещественные доказательства, но их не было. Рекси тоже молчал. Сотрудникам полиции пришлось вернуться в участок. Они принялись изучать штат работников, выискивая некого Павла. Выяснилось, что такой сотрудник действительно работал в участке несколько месяцев назад и был уволен за кражу документов. Его выгнали с позором из органов, но расследование не проводилось, чтобы не создавать шумиху. Кровь на полицейской форме совпадала с группой крови Павла. Макс был в полной растерянности. В его голове не было даже малейших набросков возможной ситуации. Зачем устраивать подобное представление? Кому это нужно? Полицейские сверили все необходимые улики и факты и решили отправиться к Павлу прямо домой. Только он мог прояснить ситуацию. Мужчины приехали по указанному адресу, но быстро обнаружили косвенные признаки того, что дом был давно покинут. Во дворе было грязно, на крыльце лежала стопка почтовых писем. Они тоже изрядно испачкались. А некоторые конверты унесло ветром в сторону. Тут давно никого не было. Полицейские принялись за осмотр участка. Старик по соседству поприветствовал их и был вынужден вступить в диалог. Он сказал, что Павел давно уехал на своем авто и с тех пор больше не появлялся. Старик добавил, что Павел вел себя очень странно перед отъездом. Он перестал здороваться, был каким-то грубым и подозрительным. Полицейские спросили у соседа, в чем был одет Павел. Выяснилось, что он покинул дом в полицейской форме. Рекси изучал территорию. Пес был спокойным. Это означало, что Павла здесь нет. Митчелл поднял старые связи и узнал, что у дедушки Павла был домик к лесу.
Пока что это было единственной зацепкой для следователей. Сотрудники полиции решили попытать удачу и отправились к хижине. Павел был там. Его взяли на месте. Его откровение поразило полицейских. Павел был уволен с работы за кражу документов, но он не был преступником. Наоборот, он собирался пролить правду на темные делишки майора полиции, и эти документы служили прямым доказательством его вины. Майор узнал о хитрости Павла и отправил к тому своих ребят. Полицейского сильно избили. Ему угрожали смертью в том случае, если тот не остановится. Павел был испуган. Он с трудом поднялся с земли и понял, что не может появиться в таком состоянии на людях. Он взял тряпичную куклу со свалки и нарядил ее в свою форму. Кукла была упрятана в дерево. Павел знал, что кто-то обязательно обнаружит странную находку. Ему повезло, что это был Рекси, бывший служебный пес, привлекший внимание своего хозяина. Павел скрывался в хижине, надеясь на появление подмоги. Теперь его надежды сбылись. Мужчина оказался добропорядочным полицейским, и это не понравилось некоторым крысам в органах. Павел был спасен, а разбирательства с майором только предстояли сотрудникам полиции. Вот так служебный пес на пенсии распутал запутанный клубок полицейской коррупции и спас невиновного человека.